улыбчивого всем настроения. Собрала здесь всю милоту, какую могла найти, которая бы сочеталась. Но мне кажется, я сейчас что-то уберу. Ну, давайте все по порядку, потому что я очень рада, потому что у меня будет сегодня игрушечка, которую давно я не вязала. Это все для одной игрушки, и это будет единорожка. Всего лишь одна игрушка. Это все для гривы. Единорожка будет молочного цвета основного, и розовый цвет будет. Ой, такая нежнятина. Полоски, ножки вот такие, а это все будет для гривы и хвоста. Итак, я сидела, думала, смотрела. Ну, психанула я, конечно, выбирала. И, знаете, я думаю, что чтобы, ну, вот я не наборщила, не накидала, знаете, всего. Наверное, как вам так? Мягче для глаз, да? Не так режет. Я, скорее всего, что так и сделаю. Оставлю пока столько цветов. Но в процессе, когда я буду уже на последнем этапе собирать эту гриву и хвост, я посмотрю, если вдруг чего-то будет хотеться или, ну, знаете, маловато чего-то будет, то тогда можно будет добавить. Но по моему изначальному плану единорожка будет такой. Я уже вязала единорогов, и это будет такая же, только с небольшим отличием в оформлении гривы и хвоста. Гривку и хвост я обычно просто набираю отрезками пряжи. Здесь гривка должна быть связана с... забыла. С цепочек, с воздушных цепочек таких. Наверняка вы видели таких лошадок. Есть лошадки с гривками и хвостом, вязаные по спиральке, а есть просто цепочки из воздушных петелек. Вот такая у меня будет единорожка. Такую я еще не вязала, очень хочется попробовать. Она должна, вы знаете, игрушка одинаковая, но она должна отличаться от тех, которых я вязала. Фух. Ну что, приступим. Итак, прежде чем приступим, давайте я вам озвучу номера цветов, чтобы вы знали, потому что очень часто это задаваемый вопрос. Основной цвет лошадки я выбрала 0,3. Такое светлое молоко. Я очень люблю этот цвет, потому что он очень мягкий. Он светлый, он нарядный, но он мягкий. Белый цвет очень такой, знаете, прям резкий. Ну, кому нравятся белые игрушки, без проблем. Но я, когда использую вот такие цвета, то мне ближе вот такой мягкий молочный 0,3. К нему в пару я беру 36-й. Будет вот такое нежное зефирное сочетание. Это такая будет лошадка. Все остальное это будет гривка. 19-й лавандовый. Еще один темная лаванда 89-й, светло-серый 80-й, желтый 86-й, светло-светло-розовый 74-й,
ярко-голубой 76, мята 79. И единственный цвет, который неопознанный, и по какой-то причине я не оставила себе бирку от него номера. И если найду, то напишу этот номер внизу в инфобоксе. Это такой коралловый. Я его редко использую, и у меня всего лишь один моточек. Но мне на гривку хватит на несколько таких веревочек. Итак, я начинаю вязание. Очень интересно, что получится. Хочу посмотреть, как она будет выглядеть. Ну, я думаю, что выглядеть должна неплохо, по крайней мере, не хуже, чем мои прошлые единорожки. А может, знаете, даже лучше, и я буду делать только такой вариант. Итак, я связала голову, связала ноги и руки, потому что я их вывязываю. Это, наверное, единственная игрушка, в которой я ввязываю ноги и руки. Поэтому они нужны мне в первую очередь. Теперь я буду вязать тельце, и уже будет пол игрушки готово. У меня уже готова основная часть тельца вместе с ручками, вместе с ножками. Вот так это выглядит. И готовы ушки и рог. Все детальки вязания у меня уже готовы, кроме гривы и хвоста, но это отдельная тема. Сейчас я пришью голову, намечу ушки и рог и приступлю к вязанию гривы. И покажу, как это у меня будет все продвигаться. Итак, голова пришита, ушки и рог на булавочках, потому что я не знаю, как буду пришивать, и на тех ли местах будут ушки. В общем, ушки и рог буду пришивать в последнюю очередь, когда прикреплю гриву. И еще у нее будет ободок с цветочками, поэтому нужно все сначала расставить на свои места, посмотреть, как это будет выглядеть, и только потом я буду пришивать именно рог и ушки. Ну а дальше я вяжу гриву. Итак, девочки, я тут так неудачненько испортила маникюр. Ремонт будет через 2 дня, только лошадку нужно закончить завтра, поэтому остальная часть видео будет без рук. Всем, кому не нравились мои руки и ноготочки, оставшаяся часть видео специально для вас. Надеюсь, вам понравится. Итак, я уже связала часть гривы. По мере пришивания буду подвязывать, если не будет хватать, но я думаю, этого будет мало. Здесь я набирала цепочку из 80 петель воздушных и назад провязывала их соединительными столбиками, поэтому они у меня получились такие плотненькие и с такой легкой волной, эффект такой завивки. Я думаю, должно смотреться хорошо. И в таком виде, я думаю, они будут меньше путаться. Хвост будет точно такой же, только я, возможно, подумаю про длину. Ну, примерю и посмотрю. Как вы видите, здесь две части гривы. Одна темная светло-розовая, другая цветная. Я подумала, что у меня лошадка больше в розовых оттенках, поэтому большая часть гривы будет
темно-светло-розовая, а цветными я буду делать вставочки, чтобы она не казалась такой уж очень пестрой. Поэтому я сейчас, возможно, пришью часть гривы или всю и покажу вам уже готовый результат. Я уже набрала гривку, смотрится она вот так. Это все, что осталось, 4 прядки цветных. Розовых я еще довязывала, потому что их не хватило. Я уже связала цветочки для ободка. И на этом этапе можно уже пришивать ушки и рог, чем я сейчас и займусь. И оформлять мордашку, пришивать глазки. Сейчас я это все сделаю и покажу вам уже готовый результат. Кстати, грива мне очень нравится. Единственное, что вязать долго эти прядки, а пришивать еще дольше. Но, надеюсь, оно того будет стоить. Еще нужно довязать прядки на хвостик. Но это уже чуть попозже. Буду показывать, как всегда, промежуточные процессы. Сейчас оформлю мордашку и покажу, как это будет выглядеть. Итак, лошадка-единорожка готова. Получилась очень нежная, очень замечательная. И я предполагаю, что я обязательно, непременно буду вязать точно таких же. И не только в такой цветовой гамме, а, например, у меня есть 3-4 оттенка лавандового, и можно сделать в одной цветовой гамме, а можно сделать вот такую нежнятину. Очень классная лошадка. Цветочки у нее на ободке по 3 штуки с обеих сторон, тоже в таких же цветах, но я думаю, что это многовато их. Я бы все-таки оставила 3 с одной стороны, но это уже по желанию заказчика. Смотрится очень нежно, очень красиво. И, знаете, возможно, даже 80 петель на гриву можно было бы и добавить. Хвост оставить также, а гривку можно было бы сделать чуть длиннее. Из-за того, что при вязании спиральки, это даже не спиральки, а сами вот эти, как полосочки от гривки, закручиваются в такие спиральки, то они становятся чуть короче, и можно было бы их сделать чуть длиннее. Ну, а оказывается, не все они одинаково вот так вот волнятся, закручиваются. Короче, не все они. Есть более ровные, есть более спиральки скрученные. Не знаю, от чего это зависит. Вроде все вязала одинаково, но может от плотности, от натяжения, я бы даже сказала. Но это не точно. Игрушечка готова. Надеюсь, кому не нравились мои руки, получили наслаждение от этого видео. Девочка сказала, что оплатит игрушку за 1-2 дня. У нее какие-то там есть отсрочка, немножечко дела, и я надеюсь, что я успею сделать маникюр и сниму вам следующее красивое видео с моими красивыми руками, упаковку этого красивенного единорога. Ну а пока спасибо, мои дорогие, что заглянули сегодня ко мне в гости и провели это время со мною и с этой необыкновенно нежной игрушкой. Мне она, кстати, очень понравилась, и я уже примеряюсь к новой единорожке.